Ты уже готов? Ричка. Сейчас будем елочку пересаживать. Сёма. Ты тоже пришел елочку пересаживать? Ну, заходи. Добрый день, друзья! Посмотрите, какая новогодняя елочка появилась в моей коллекции. Я же вам говорила, что Ванда будет не одна. Теперь у нее есть подружка. Случайно и негаданно мне повезло купить такую орхидею. Но сначала хочу ответить на очень часто задаваемый вами вопрос. Как мой муж относится к моему увлечению? Но почему именно сейчас я на него хочу ответить? А на примере вот этой маленькой Ванды. 2 дня назад мы находились с ним в разных комнатах. Он работает за компьютером, а я просматриваю в телефоне интересные для меня группы, отвечаю на ваши вопросы. И вдруг в одной из групп я вижу, что кто-то предлагает свою домашнюю Ванду. И стоимость ее 900 рублей. Я ему говорю: представляешь, есть в продаже желтая Ванда. Такая-то цена. И знаете, какой я слышу ответ? Нужно брать. Вот, наверное, этим я ответила на этот ваш вопрос. Как же он относится к моему увлечению? Очень положительно. Но всегда задайте себе вопрос: а как вы относитесь к увлечениям мужа? И тогда сразу будет понятен ответ. Ну, давайте перейдем к Ванде. Действительно, приобрела я ее в группе. Ездил за ней, кстати, тоже муж, а не я. 2 часа по пробкам. Ну, это его дополнение, 2 часа по пробкам, да, так получилось. Я видела, что она посажена. Мне объяснили, что хозяйка попробовала содержать ее с открытыми корнями, что-то не получилось. Потом она ее посадила, вроде бы стало лучше. Но состояние вот такое, как я сейчас вижу. Кстати, у нее есть название. И это даже не Ванда, это Аскоцентрум. Но в этом видео я буду называть ее Вандой. Я думаю, что она не вырастет большой, такой огромной пальмой. При осмотре этот листик, он порван, конечно, желтый. Его можно сразу убрать, он расти не будет. Так же, как у фаленопсиса, разрываем лист посередине и растягиваем в противоположные стороны эти половинки. Но я-то хочу убрать этот грунт, посмотреть, что там за корни, и, конечно, поставить ее в открытую систему. Больше ничего совсем плохого я на ней не увидела. У нее есть сухие остатки от цветоносов. Цвела она, видимо, уже обильно, то есть несколько этих цветоносов, да даже много, я бы сказала. Цветы у нее желтые, фотография появится, у меня есть фотография ее цветения. И, видимо, это взрослая орхидея. Давайте достанем ее из грунта и посмотрим, что же там с корнями. О, это очень взрослая Ванда. О, и грибной комарик улетел. Посмотрите, какой у нее длинный ствол.
И какие несчастные при этом корни. Так, я, наверное, уберу ее название, чтобы оно не мешало. И давайте посмотрим на корни. Так, ну могу точно сказать, что Ванду зачем-то обработали Максимом. Зачем это было сделано, я не знаю. Я бы Ванду не стала обрабатывать Максимом. Есть сухая чешуйка на стволе. Она просто будет мешать росту корней. Но чаще всего у Ванды корни растут от ствола. Прямо там, где листья. Так, а теперь, смотрите, сухой ломкий корень. Где-то я видела один малюсенький корешок, вот этот, по-моему, который, видимо, очень хотел начать расти, но не получилось. Сухих корней много. Пустых корней много. Так, ну что я сделаю? Вы знаете, уберу только вот этот сухой корень. Все остальные корни я ей на данный момент оставлю. Корни оставлю потому, что растущих корней нет. То есть как бы и здоровых-то не очень много. Но меня это не пугает. Я приготовила для нее небольшую прозрачную рюмку. Получится у меня сейчас поместить эти корни в рюмку? Вы знаете, не получится. Так что нужно сначала увлажнить все корни. У вант корни очень жесткие, как металлические прутья. Если буду их сейчас сворачивать, помещая в рюмку, я их обязательно сломаю. Поэтому точно так же, как и у фаленопсисов, сейчас поставлю ее в емкость для того, чтобы и напоить корни, и потом поместить в прозрачную рюмочку. По-моему, по размеру как раз рюмка будет подходить. Что, ванну моют? Ты пришел? Ну иди в компанию. Так, не нужен у меня здесь компания. Понял? Скрипач не нужен. Давайте ко мне температура. Для Ванды нужна более теплая вода. Сейчас получилось 34 градуса. Ну, можно взять воду до 40 градусов. Ванда очень любит именно теплую воду. Так, поставлю. Пусть постоит подольше. Потому что корни очень сухие, прямо высушенные. Максим здесь был лишним. Будем надеяться, что ей все понравится. Рюмка это временное будет место жительства. Я не люблю такие узкие горлышка у рюмок, потому что очень сложно потом доставать корни. Какая-то ваза будет подобрана другая. А сейчас пусть постоит в воде час, может быть даже полтора. И потом покажу, как я ее ставлю в рюмку. Ванда в воде простояла час. Я думаю, что корни
напитались водичкой. Давайте попробуем поместить ее в рюмку. Так, все помещается. Вот так отлично. Я думаю, что эту ванду поливать проще, чем мою первую ванду, которая стоит в 10-литровой вазе. Здесь все просто налил водички, слил, и корни будут влажные. Но если понадобится, то буду пользоваться таким же прибором, который я недавно вам показывала. Это ультразвуковой увлажнитель воздуха. Видео, в котором я показывала, как он работает, уже вышло. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. И еще написали под видео, что проработал всего 3 недели. Мой муж, конечно, разобрал его, посмотрел, что там внутри. Он любит такие все вещи разбирать, смотреть, как они работают. Даже если он его испортит, ничего страшного, мы закажем еще один. Почему он испортить его должен? Но я думаю, что он его никоим образом не испортил. Но еще один совет по использованию вот такого прибора. На эту мембрану вода не должна попадать ни в коем случае. Когда плавает этот прибор, вот сюда вода не должна попадать, потому что рядом с этой мембраной находится незащищенная плата. А так, у кого-то работает год, у кого-то 2. Всякое бывает. Но будем надеяться, что он проработает долго. И для этой ванды это вообще будет идеальный вариант. Вандочка маленькая, мини. И надеюсь, что ей у меня понравится так же, как и моей крупной, большой розовой ванде. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Сёма, ну почему я тебя все время слышу? Ты хочешь играть? Правда? Вот так? А где твоя игрушка? Я даже не знаю. Сейчас найдем. Я нашел. Вот она. Твоя любимая муха. Давай в другую сторону, то голова закружится. Давай. Теперь в другую. Фух, даже я устал. Оба пошли.